Представьте себе густые джунгли Амазонии, где кажется, что время остановилось. Вековые деревья, крики экзотических птиц, реки, которые текут словно артерии планеты. Долгое время ученые считали, что этот регион был домом лишь для небольших кочевых племен, которые жили в гармонии с природой, но не оставляли за собой ничего монументального. Амазония казалась зеленой пустыней, местом, где крупные цивилизации просто не могли существовать. Но что, если все это время мы ошибались? Что, если под покровом джунглей скрываются следы древних обществ, которые были так же сложны, как цивилизации Египта, Месопотамии или Анд? Сегодня я расскажу вам о потрясающих археологических открытиях, которые переворачивают наше понимание истории Амазонии. От гигантской пирамиды Монгранде в Перу до затерянных городов Эквадора, от таинственных геоглифов Бразилии до инженерных чудес Боливии, эти находки доказывают, что тысячи лет назад в Амазонии процветали высокоорганизованные общества. Это история о пирамидах, дорогах, каналах и даже легендах, которые, возможно, не так уж далеки от правды. Погрузимся в эту загадку вместе, и поверьте, к концу видео вы будете смотреть на Амазонию совсем другими глазами. Часть первая. Пирамида Монгранде. Спираль времени. Начнем с Перу, где в самом сердце перуанской Амазонии, в провинции Хаэн, археологи наткнулись на нечто невероятное – пирамиду Хака-Монгранде. Это сооружение, которому более 3000 лет, полностью изменило наше представление о древних жителях региона. Когда я впервые услышал о ней, я подумал: пирамида? В Амазонии? Это же не Египет. Но факты говорят сами за себя. Хака-Монгранде – это не просто холм, а сложная структура из глины, камня и тростника, возвышающаяся на 15 метров. Ее уникальность в спиральном дизайне. Представьте себе пирамиду, которая не просто ступенчатая, а закручивается, словно гигантская раковина. Такой архитектурный стиль не имеет аналогов в Андах того времени, и это заставляет задуматься, кто и зачем ее построил. Радиоуглеродный анализ подтвердил, что пирамида датируется примерно 1000 году до нашей эры, что делает ее старше многих известных андских культур, таких как Чавин. Но самое интересное – это контекст. Раньше ученые считали, что сложные общества в Амазонии появились гораздо позже, чем в Андах. Предполагалось, что местные жители были кочевниками, которые не строили ничего долговечного. Однако Монгранде опровергает это. Размер пирамиды, ее сложная конструкция и находки, ритуальные артефакты, керамика, захоронения указывают на оседлое общество с глубокими религиозными и космологическими верованиями. Интересно, что спиральные узоры, подобные тем, что украшают пирамиду, встречаются и в других местах Амазонии. На керамике, в петроглифах. Это наводит на мысль, что спираль имела сакральное значение, возможно, символизируя цикл жизни, движение звезд или связь с космосом. Представьте себе жреца, стоящего на вершине этой пирамиды, проводящего ритуал под звездным небом Амазонии. Это не просто сооружение. Это окно в мировоззрение людей, которые жили 3000 летия назад. Почему же мы не знали о Монгранде раньше? Ответ прост – джунгли. Густая растительность скрывала пирамиду веками, и только благодаря современным технологиям, таким как аэрофотосъемка, ее удалось обнаружить. Это открытие заставляет нас переосмыслить хронологию развития цивилизации в Южной Америке. Если в Амазонии уже 3000 лет назад строили такие монументы, то каковы были их знания, их общество, их культура? И сколько еще таких пирамид скрыто под зеленым пологом джунглей? Часть вторая. Кухи-Кугу. Мегаполис в джунглях. Теперь перенесемся в Бразилию, в регион Шингу, где археологи обнаружили нечто еще более масштабное. Сеть поселений, известную как Кухи-Кугу. Это не просто деревня или город, а целый комплекс взаимосвязанных населенных пунктов, дорог, каналов и церемониальных центров, который существовал около 1500 лет назад. Представьте себе, в сердце Амазонии, где, как считалось, невозможно прокормить большое население, жили до 50 000 человек. Это сравнимо с населением некоторых средневековых европейских городов. Кухи-Кугу поражает своей организацией. Археологи нашли широкие дороги, соединяющие деревни, оборонительные рвы, площади для собраний и даже искусственные водоемы. Это не хаотичное поселение, а тщательно спланированный комплекс. Но как такое возможно в Амазонии, где почвы бедны, а наводнения регулярны?
Ответ кроется в гениальности древних жителей. Они создали так называемую терра прета – черную плодородную почву, обогащенную углем, компостом и органическими отходами. Эта почва, которую до сих пор изучают современные агрономы, позволяла выращивать урожай на землях, которые иначе были бы бесплодными. Но Кухи-Кугу – это не только сельское хозяйство. Это инженерия. Мосты, дамбы, каналы – все это говорит о глубоких знаниях гидравлики и ландшафтного дизайна. Дороги были вымощены и ориентированы по сторонам света, что намекает на астрономические знания. А церемониальные центры с их монументальными земляными насыпями указывают на сложную социальную структуру, где, вероятно, существовали жрецы, вожди и даже, возможно, протогосударственная система. Интересно, что Кухи-Кугу может быть связан с легендой о затерянном городе Зет. В начале 20 века британский исследователь Перси Фоссет отправился в Амазонию в поисках мифического города, который, по его мнению, был остатком великой цивилизации. Его экспедиция пропала без вести, но современные находки в Шингу наводят на мысль, что Фоссет, возможно, был не так уж далек от истины. Кухи-Кугу – это не миф, а реальность, которая заставляет нас пересмотреть, что мы знаем о прошлом Амазонии. Часть 3. Геоглифы Акри. Послание на земле. Теперь давайте отправимся в бразильский штат Акри, где в последние десятилетия археологи сделали еще одно ошеломляющее открытие – сотни гигантских геоглифов. Это земляные узоры в форме кругов, квадратов и прямоугольников, некоторые из которых достигают сотен метров в диаметре. Когда их впервые заметили на аэрофотоснимках, многие ученые решили, что это природные образования. Но чем больше их изучали, тем яснее становилось – это дело рук человека. Геоглифы Акри датируются примерно 2000 лет назад, и их точная геометрия поражает. Как древние жители, не имея современных инструментов, могли создавать такие идеальные фигуры. И главное – зачем? Исследования показывают, что геоглифы были связаны дорожками и, вероятно, использовались для ритуалов, собраний или даже астрономических наблюдений. Представьте себе огромный круг, вырезанный в земле, где сотни людей собирались для церемоний под звездным небом. Это почти как южноамериканская версия Стоунхенджа, только в джунглях. Что делает эти геоглифы еще более интригующими, так это их открытие. Они стали видны только из-за вырубки лесов под пастбище. Это поднимает важный вопрос. Сколько еще таких структур скрыто под джунглями? И как вырубка лесов влияет на наше понимание прошлого? Геоглифы Акри – это не только свидетельство мастерства древних, но и напоминание о том, как хрупок баланс между природой и наследием. Часть 4. Льянос де Мохос. Инженерия саванны. Теперь переместимся в Боливию, в регион Льянос де Мохос. Здесь, в саванне, археологи обнаружили около 20 тысяч земляных структур, каналов, дамб, курганов и даже искусственных островов, созданных около 1000 лет назад. Это место – настоящий инженерный феномен. Представьте себе, в сезон дождей эта саванна превращается в болото, а в сухой сезон – в пустыню. Но древние жители научились управлять этой средой. Они построили каналы для отвода воды, дамбы для защиты от наводнений и приподнятые поля для выращивания урожая. Эти сооружения позволяли не только выживать, но и процветать в условиях, которые кажутся непригодными для земледелия. Масштаб этих структур поражает. Некоторые каналы тянутся на километры, а курганы достигают высоты нескольких метров. Это говорит о сложном обществе, способном мобилизовать тысячи людей для крупных проектов. Но что еще интереснее – это культурный контекст. В Льянос де Мохос найдены следы церемониальных центров, что указывает на религиозную и социальную организацию. Возможно, эти курганы были не только утилитарными, но и сакральными, местами, где люди собирались для ритуалов. Это заставляет задуматься, какова была их космология, как они видели мир, где вода и земля постоянно борются друг с другом. Часть 5. Упано. Города, скрытые джунглями. Теперь давайте отправимся в Эквадор, в долину Упано, где с помощью технологии лидара, лазерного сканирования местности, археологи обнаружили нечто невероятное. Руины древних городов возрастом 2500 лет. Лидар позволил увидеть под густым пологом джунглей тысячи платформ, дорог, каналов и террас, которые составляли сеть поселений.
Некоторые ученые считают, что здесь могло жить до сотен тысяч человек. Это не просто деревни, это мегаполисы по меркам своего времени. Что поражает в Упано, так это уровень планирования. Дороги между поселениями были прямыми, игнорируя холмы и реки, что говорит о централизованной власти и глубоких инженерных знаниях. Платформы, на которых строились дома, были приподняты, чтобы защитить их от наводнений, а террасы использовались для земледелия, что позволяло прокормить огромное население. Это открытие ставит под сомнение старую идею, что Амазония была заселена лишь небольшими племенами. Упано показывает, что здесь существовали общества, сравнимые по сложности с андскими цивилизациями, такими как Мочи или Тиуанака. Но почему эти города исчезли? Возможно, дело в болезнях, принесенных европейцами, или в экологических изменениях. Но их следы, скрытые джунглями, сохранились до наших дней. Часть 6. Сельское хозяйство, которое изменило мир. Все эти открытия, от пирамид до городов, были бы невозможны без передовых сельскохозяйственных систем. В Амазонии древние жители использовали терра прета, приподнятые поля и сложные ирригационные системы. Терра прета, например, до сих пор считается чудом агрономии. Она создавалась путем добавления древесного угля, компоста и даже человеческих отходов в почву, что делало ее невероятно плодородной. Сегодня ученые изучают терра прета, чтобы разработать устойчивые методы земледелия для тропиков. Приподнятые поля защищали урожай от наводнений, а каналы обеспечивали водой в сухой сезон. Эти технологии позволяли не только выживать, но и поддерживать крупные города. И самое удивительное, они актуальны и сегодня. В мире, где изменение климата угрожает продовольственной безопасности, уроки Амазонии могут стать ключом к устойчивому будущему. Часть 7. Эльдорадо. Миф или реальность? Все эти находки заставляют нас вернуться к старым легендам об Эльдорадо и затерянных городах. Когда испанские конкистадоры впервые услышали рассказы о золотых городах в джунглях, они решили, что это сказки. Но что, если эти легенды были основаны на реальных воспоминаниях о Кухи-Кугу, Упано или других цивилизациях? Возможно, европейцы прибыли в Амазонию, когда эти общества уже угасали из-за болезней или экологических кризисов. Эльдорадо, конечно, не был городом из золота, но он мог быть метафорой для богатства и сложности этих культур. Их архитектура, инженерия и сельское хозяйство были настоящим сокровищем. И теперь, благодаря археологии, мы начинаем понимать, что эти мифы имели под собой реальную основу. Заключение – новая история Амазонии. Итак, что мы узнали? Амазония – это не просто джунгли. Это место, где тысячи лет назад процветали цивилизации, которые строили пирамиды, города, дороги и геоглифы. Они управляли водой, создавали плодородные почвы и, возможно, даже вдохновили легенды, которые волновали умы веками. От пирамиды Мон-Гранде до городов Упано, от геоглифов Акри до каналов Льянос-де-Мохос, каждое открытие добавляет новую страницу в историю Южной Америки. Эти находки заставляют нас не только переосмыслить прошлое, но и задуматься о будущем. Как мы можем учиться у этих древних обществ? Как их знания могут помочь нам справиться с современными вызовами? И сколько еще тайн скрывают джунгли Амазонии? Если это видео заставило вас по-новому взглянуть на Амазонию, поставьте лайк, подпишитесь на канал и напишите в комментариях, какая из этих находок удивила вас больше всего. Может, вы хотите, чтобы я рассказал о других загадках древних цивилизаций? Делитесь своими мыслями, и давайте продолжим это путешествие в прошлое вместе. До новых встреч! И не забывайте, история – это не только то, что мы знаем, но и то, что мы еще откроем.